академическая наука у нас успешно развивалась только примерно 15 лет после войны. Тогда верхушка Академии наук была очищена от троцкистов. И действительно, развитие советской науки в то время происходило гигантскими темпами. Ведь в то время были созданы лучшие в мире вычислительные машины, лучше, чем у американцев. Лучшие автомобили, ведь «Волга» был признан лучшим автомобилем. Лучшие корабли, подводные лодки. В космосе мы далеко вперед опередили американцев. И опередили бы еще больше, если бы наша Академия наук позволила развиваться такому направлению, как холодно-ядерный синтез. Значит, в 1958 году физик Иван Филимоненко обнаружил это явление. Холодно-ядерный синтез. На этой основе стали делаться генераторы и двигатели. И академик Королев на основе энергетики холодного ядерного синтеза хотел развивать космические программы, полеты на Луну и Марс, и на Венеру. Все это планировалось уже с помощью новых двигателей, которые бы использовали холодно-ядерный синтез. А Курчатов на основе холодного ядерного синтеза хотел развивать новую энергетику. Академик Глушков хотел строить новые двигатели. Вся эта программа была загублена академиками. Они назвали ее лженаучной, совершенно несостоятельной. Значит, все эти академики при странных обстоятельствах ушли из жизни. Понимаете, все эти программы были закрыты, и наши научные программы стали ориентироваться на старые разработки американцев. В том числе и в космической технике. Но самое главное, что по этому гибельному пути была направлена наша вычислительная техника. То есть все наши разработки по вычислительной технике постепенно были прикрыты. Нам сказали, что надо копировать американскую технику. И мы стали копировать американскую технику. Ну, к чему это привело? К тому, что Советский Союз был совершенно не готов к тем революционным преобразованиям, которые произошли в вычислительной технике и информатике. Да? Значит, это одна из причин разрушения Советского Союза. Да? Значит, все это было сделано, по сути дела, по программе, которую проводила наша Академия наук. Так что, видите, все это очень давняя история. А с энергетикой вообще дело поразительное. Ведь в послевоенные годы в нашей Академии наук проводилась программа по так называемой энергетической инверсии. Что это такое? Это получение энергии из энергии окружающей среды. То есть, по сути дела, это построение вечных двигателей второго рода. Сейчас это совершенно запрещено, но вы представляете, что в то время в Академии наук была принята такая программа. И она, несмотря на сопротивление большинства академиков, проводилась. И привела, например, к созданию холодильника, который успешно работал и не брал никакой энергии из сети. Специальный абсорбционный холодильник, который выпускался несколько лет Московским холодильным заводом. Да, вот такое было. Ну, естественно, что долго он не выпускался, все это было прикрыто. А между тем технологии холодного ядерного синтеза в начале 80-х годов стали развиваться в Америке. И за их основу брались технологии того самого Ивана Филимоненко, которые оказались в руках американцев. Но тут в Америке разразилась совершенно дикая кампания по дискредитации этих программ, потому что стало ясно, что если эти программы внедрять в Америке, то скоро не понадобится ни бензин, ни уголь, ни газ, ни система передачи и продажи электричества. Все это в скором времени не понадобится, потому что настолько успешно стали проводиться программы по холодному ядерному синтезу, и только в Америке было уничтожено несколько десятков разработчиков по программам холодного ядерного синтеза, физически уничтожены. Другие запуганы, множество из них уехало в Европу, даже в Японию, где японцы тоже стали этим делом заниматься.
Но все это было задавлено, несмотря на то, что отдельные энтузиасты собирали даже на основе двигателей, на основе холодного ядерного синтеза автомобили. Значит, в Петербурге существовала фирма, примерно до 2005 года, которая на базе обычных «Жигулей» делала автомобили, которые работали на холодном ядерном синтезе. Эти автомобили, да, кустарно производились, продавались. Значит, в 2004 году эта фирма выставила свой образец на выставке Экспо-2004 в Париже. Ну, после этого к ним подошел замминистра энергетики Франции и сказал, что, ребята, на вас пошла охота, я советую вам быстренько удирать из Парижа. Ну вот, на следующий день машина их уже была сожжена, уничтожена. Ну, они все-таки выбрались к нам в город успешно. И продолжали свою работу еще несколько лет. Ну, пока при странных обстоятельствах главный конструктор этой фирмы умер. Ну, в общем, фирма была разгромлена. Да. Вот такая история с холодным ядерным синтезом. Но, тем не менее, другими исследователями, в том числе вот такими людьми, как Уродскоев, программа холодного ядерного синтеза развивалась и в 90-е годы, и в 2000-е годы. Проводились конференции по холодному ядерному синтезу. Все это подвергалось шельмованию со стороны комиссии по борьбе с лженаукой. Значит, обрезалось финансирование этим проектам, хотя финансирование этих проектов шло не со стороны Академии наук. Этим занимались спонсоры. Так вот, на спонсоров оказывалось такое давление, чтобы они прекращали финансирование. Представляете, какие возможности у этой комиссии. А что касается бестопливной энергетики, то у нас были такие разработки еще в конце 90-х годов. Но все это было задавлено. Вот такие устройства успешно развиваются в разных странах. В Швейцарии, в Германии, в Турции. Все это есть в интернете, ролики есть. Япония на основе двигателей Минато, так называемое колесо Минато, можно в интернете посмотреть, что это такое, изобретение еще там 30-летней давности. Вот японцы усовершенствовали такие двигатели и поставили их на мотоцикл Сумо. Мотоцикл Сумо имеет привод на оба колеса. Одно колесо приводится в движение обычным электродвигателем, а второе магнитным двигателем, вот на основе технологии Минато. Значит, сначала мотоцикл разгоняется, ему требуется аккумулятор для работы электрических схем, формирования импульсов и для управления положением магнитами. Но несмотря на это, вот от маленького аккумулятора автомобиль проезжает там 200 или 300 километров со скоростью 150 километров в час. То есть он экономичнее обычного, так сказать, электромотоцикла в десятки раз. Видите, минимальное потребление энергии означало что? Революцию в автомобилестроении. И фирма Toyota в то время выступила с программой внедрения таких устройств уже на свои автомобили. Да? И при министре финансов Японии Такинаке Япония начала проводить более самостоятельную политику. Потому что японцы поняли, что если они будут развивать такие технологии, то в будущем им не потребуется такое огромное количество нефти и газа. Япония может стать практически самодостаточной. Да? Значит, можно тогда уйти и от финансовой власти иллюминатов в Японии. Да? И японцы стали проводить такую политику, но тут на Японию со стороны мировых банкиров пошел шантаж. И как исследовал такой журналист Бенджамин Волфорд, который в Японии живет, он брал интервью у министра финансов Такинаки. Такинака
рассказал ему, и до этого он выступал с заявлениями, что к нему поступила угроза со стороны премьер-министра Израиля Нетаньяху о том, что если Япония не подчинится политике Международного валютного фонда и Федерального резерва, то против нее будет применено геофизическое оружие. Япония, по всей видимости, полностью не выполнила требования мировых банкиров, и против нее было применено геофизическое оружие, в результате чего головные предприятия Toyota были уничтожены. Заодно произошла жуткая катастрофа на Фукусимской АЭС. Да? Вот что стоит за трагедией Японии. Видите, Япония захотела проводить самостоятельную политику. Да? Ну, а геофизическое оружие сейчас применяется и против Китая, и против Европы, ну и против России в том числе. Вот то последнее наводнение на Амуре, да, это было результатом применения геофизического оружия в Северном Китае. Да? То есть, на самом деле, оружие применялось против Северного Китая, но больше досталось нашему Дальнему Востоку. То есть, потери колоссальные, ущерб в стране колоссальный. Да? Вот. Все это продолжение этой глобальной политики, этих представителей черной аристократии, которые владеют Федеральным резервом США, руководят Международным фондом, ну и другими международными мундиалистскими организациями. Видите, вот ситуация очень серьезная в этом смысле.